Привет, друзья! Сегодня мы отправимся на потрясающий остров Ламбок, одно из самых красивых и неизведанных мест Индонезии. Здесь вас ждут не только невероятные пляжи с белоснежным песком и кристально чистой водой, но и захватывающее приключения в горах, уникальная культура. Мы расскажем вам о лучших местах для отдыха, о том, как добраться на остров и чем можно заняться, чтобы сделать ваше путешествие незабываемым. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайки и подписывайтесь, ведь впереди много интересного. Ламбок – индонезийский остров, расположенный к востоку от Бали и отделенный от него проливом Ламбок. История острова богата событиями и влиянием различных культур. До прихода иностранных завоевателей Ламбок был населен коренным народом – сасаками, которые до сих пор составляют основное население острова. Они занимались сельским хозяйством и рыболовством, придерживаясь традиционных верований и обычаев. В исторические времена на острове появлялись индийские и китайские торговцы, что повлияло на развитие местной культуры. Через торговлю распространились элементы индуизма и буддизма, которые со временем стали частью духовной жизни местного населения. В XIV веке влияние Маджапахита, могущественной Яванской империи, распространилось на Ламбок. Этот период сопровождался укреплением индуистских традиций и культурным обменом между Явой и Ламбоком. С XV века начался процесс исламизации. Первоначально ислам распространился через торговцев и проповедников из Суматры и Малакки. Однако исламизация происходила постепенно и в форме синкретизма, когда исламские практики переплетались с местными верованиями и традициями. В XVII веке Ламбок оказался под влиянием королевства Карангасем с острова Бали. Балийцы не только установили политический контроль, но и принесли свои культурные и религиозные традиции. Это привело к значительной балийской колонизации западной части Ламбока. Восточная часть оставалась под властью местных правителей с более выраженным исламским влиянием. В XIX веке Ламбок стал ареной конфликтов между местными княжествами и балийскими правителями. В 1894 году Нидерландская Ост-Индийская компания вторглась на остров. После ожесточенных боев голландцы установили свой контроль. Захват Ламбока стал частью колониальной экспансии Нидерландов в Индонезии. Во время колониального периода остров оставался преимущественно сельскохозяйственным регионом, но был втянут в экспортные операции, связанные с производством риса, кокосов и кофе. После Второй мировой войны и японской оккупации Ламбок стал частью независимой Индонезии в 1949 году. Постколониальный период был отмечен экономическими и социальными преобразованиями. В 20 веке на острове наблюдалась миграция яванцев и другие процессы демографического роста. Со временем Ламбок стал туристическим направлением благодаря своим пляжам, культурным достопримечательностям и уникальной природе. Сегодня наследие истории острова можно увидеть в архитектуре, местных обрядах и культурных традициях, которые отражают сочетание местного сасакского влияния, балийской культуры и исламских обычаев. Остров Ламбок является частью малых Зонских островов и обладает разнообразным и впечатляющим ландшафтом. Его площадь составляет примерно 4725 квадратных километров. Главной частью острова является вулкан Ринджани, который поднимается на высоту около 3726 метров над уровнем моря. Это один из самых высоких вулканов Индонезии и популярное место для трекинга. В картере вулкана находится живописное озеро Сигара-Анак, окруженное крутыми склонами и густой растительностью. Рельеф острова варьируется от высокогорных районов на севере до низменных равнин и плодородных долин
на юге и западе. Северная часть острова характеризуется крутыми склонами и густыми лесами, которые служат важным экологическим ареалом для различных видов флоры и фауны. В этих горных лесах берут начало многочисленные реки и ручьи, которые питают сельскохозяйственные угодья. Южная и западная части Ломбока представляют собой более пологие ландшафты с обширными равнинами и плодородными землями, которые используются для выращивания риса, табака и других культур. Эти районы изрезаны системой ирригационных каналов и террасных полей, которые создают живописные пейзажи. Плодородные почвы в этих зонах формируются благодаря вулканической активности и богатству минеральных отложений. Побережье Ломбока разбросаны от песчаных пляжей и коралловых рифов до крутых скал и мангровых зарослей. На западе острова расположены популярные пляжи Сенгиги. Восточное и южное побережья известны своими уединенными пляжами и впечатляющими скалами, которые спускаются к морю. Рельеф острова во многом определяет климатические и экологические особенности региона. Высокогорные районы получают больше осадков и способствуют сохранению природных лесов, тогда как южные и восточные районы более сухие. Такое разнообразие ландшафтов делает остров уникальным местом с точки зрения природы и туризма, привлекая любителей активного отдыха, трекинга и пляжного отдыха. Ломбок расположен в тропическом климатическом поясе, где преобладает теплый и влажный климат в течение всего года. Как и другие острова малых зонских островов, Ломбок подвержен влиянию муссонов, которые определяют его погодно-климатические особенности. Год делится на два основных сезона – влажный и сухой. Влажный сезон обычно длится с ноября по апрель, когда преобладают западные муссоны, приносящие обильные дожди. В это время температура воздуха колеблется от 25 до 30 градусов Цельсия, а влажность воздуха достигает 80-90%. Часто наблюдаются сильные, но кратковременные тропические ливни, особенно в послеобеденные часы. Реки и ручьи наполняются водой, а сельскохозяйственные угодья активно используются для выращивания риса. Сухой сезон продолжается с мая по октябрь, когда муссоны меняют направление и дуют с востока. В этот период осадки становятся редкими, влажность снижается до 60-70%, а температура остается примерно на том же уровне – от 27 до 32 градусов Цельсия. Долгие солнечные дни и стабильные погодные условия делают этот сезон популярным для туристов. Побережья и горные районы особенно привлекательны для активного отдыха и трекинга. Климат Ломбока также зависит от его рельефа. Высокогорные районы, такие как массив Ринджани, получают больше осадков и характеризуются более прохладными температурами по сравнению с низменностями. В горах температура может опускаться до 10-15 градусов Цельсия ночью. Южные и восточные части острова, напротив, более засушливые и склонны к временному дефициту воды в сухой сезон. Ветра на Ломбоке играют важную роль в поддержании комфортных погодных условий. Восточные муссоны приносят прохладные бризы, особенно на побережье. Температура морской воды обычно остается стабильной, около 26-29 градусов Цельсия, что делает ее идеальной для купания и водных видов спорта. Климат острова обеспечивает благоприятные условия для сельского хозяйства и туризма. Местные жители адаптировались к сезонным изменениям, используя систему ирригации для поддержания сельскохозяйственного производства даже в сухой сезон. Население острова Ломбок отличается разнообразием по этническому составу и языковым группам. Основное население Ломбока составляют этнические группы, говорящие на языке сасак, который является основным и используется в повседневной жизни. Сасакская культура и традиции составляют основу социальной структуры на острове. Среди других этнических групп на Ломбоке можно выделить бали и суданцев, которые также имеют свои особенности и вносят вклад в культурное разнообразие региона. Исторически Ломбок был местом взаимодействия различных народов, что привело к смешиванию культур и традиций. В крупных городах
и туристических районах встречаются люди, говорящие на индонезийском языке, который является официальным языком страны и используется во всех официальных сферах. Большинство населения острова – мусульмане, поскольку ислам на Ломбоке распространился еще в Средневековье и стал доминирующей религией. Мусульмане составляют подавляющее большинство, но есть небольшие сообщества, исповедующие индуизм и христианство, преимущественно в связи с миграциями и влияниями с соседних островов, таких как Бали. Экономически население Ломбока в прошлом и в настоящее время в основном ориентировано на сельское хозяйство, рисоводство, выращивание кукурузы, какао, кофе, а также рыболовство были и остаются важными источниками дохода. В последние десятилетия на острове наблюдается рост туризма, что также оказывает значительное влияние на экономику. Рабочие места в сфере туризма, гостиничном бизнесе, а также продажа местных товаров стали важным источником дохода для местных жителей. Согласно последним данным, население Ломбока насчитывает около 3,5 миллиона человек. Численность населения постепенно увеличивается, особенно в городских районах, таких как Матарам, столица Ломбока, и в туристических зонах. Остров Ломбок обладает богатым и разнообразным растительным и животным миром благодаря своему тропическому климату и уникальному географическому положению. Здесь проходит так называемая линия Уоллеса, биогеографический рубеж, отделяющий азиатскую и австралийскую флору и фауну. Растительность Ломбока варьируется от густых тропических лесов на склоне вулкана Ринджани до засушливых саванн в южных и восточных частях острова. Высокогорные районы покрыты густыми лесами с разнообразными видами деревьев, включая хвойные и лиственные породы. Здесь также встречаются различные виды папоротников и орхидей. В низменностях растут кокосовые пальмы, банановые деревья и мангровые леса вдоль некоторых прибрежных зон. Плодородные почвы способствуют выращиванию сельскохозяйственных культур, таких как рис, кукуруза и табак. Животный мир Ломбока также отличается значительным разнообразием. Среди млекопитающих можно встретить макак-крабоедов, кабанов и небольших оленей. В лесных районах обитают различные виды летучих мышей и насекомоядных млекопитающих. Остров является домом для множества видов птиц, включая солнечных медососов, рогатых ворон и голубей. Прибрежные и морские экосистемы богаты морскими черепахами, разноцветными кораллами и тропическими рыбами. Особое внимание заслуживают пресмыкающиеся и амфибии. На острове обитают различные виды ящериц, змей и лягушек. Вдоль берегов и на коралловых рифах можно увидеть редких морских обитателей, таких как морские звезды и актинии. Ломбок также известен своими ландшафтами, созданными человеком. Местные жители активно поддерживают сельскохозяйственные угодья и лесные системы. В последние годы уделяется внимание сохранению природных экосистем, особенно на территории национального парка Гунунг-Риджани, который является важным заповедником для охраны редких видов растений и животных. Остров Ломбок славится своими природными и культурными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. Одной из главных природных жемчужин является вулкан Риджани, возвышающийся на 3726 метров над уровнем моря. Этот действующий вулкан является популярным местом для трекинга. На его склонах расположено живописное озеро Сигара-Анак с термальными источниками, которые считаются целебными. Пляжи Ломбока считаются одними из самых красивых в Индонезии. Пляж Кута на южном побережье известен своим мягким белым песком и кристально чистой водой, идеально подходящей для серфинга и пляжного отдыха. Пляж Танджунг-Ан предлагает живописные пейзажи. Сингиги, расположенный на западном побережье, привлекает туристов своими красивыми закатами и развитой инфраструктурой. На северо-западном побережье Ломбока находятся 3 небольших острова – Гили-Траванган, Гили-Мена и Гили-Эйр. Эти острова славятся своими коралловыми рифами и прозрачной водой, что делает их
идеальными для сноркерлинга и дайвинга. На Гиле Травангане также находится множество кафе и ночных заведений, привлекающих любителей активного отдыха. Культурные достопримечательности Ломбока также заслуживают внимания. В столице острова Матараме можно посетить храм Маюра, построенный балийскими правителями в XVIII веке, и храм Меру, крупнейший индуистский храм на Ломбоке. В деревне Сасак-Саде туристы могут познакомиться с традиционным образом жизни коренного народа Сасаки, увидеть их дома из бамбука и попробовать местные ремесленные изделия. На востоке острова находится уникальная деревня Тетебату, окруженная рисовыми террасами и зелеными холмами. Это место идеально подходит для пеших прогулок и знакомства с сельской жизнью Ломбока. Водопады Синдат-Гиле и Тиу-Келеп на склонах Ринджани представляют собой впечатляющее зрелище и являются популярным местом для туристов. Ломбок также славится своими ремесленными центрами. В деревне Сукарере можно увидеть процесс ткачества традиционного текстиля сасак, а деревья Баньянг известна своей гончарной керамикой ручной работы. Транспортная система острова Ломбок достаточно развита, обеспечивая беспроблемное передвижение как местным жителям, так и туристам. Основная точка входа на остров – это международный аэропорт Ломбок, расположенный недалеко от города Прая. Аэропорт принимает внутренние рейсы из крупных городов Индонезии, таких как Джакарта и Денпасар, а также международные рейсы из Сингапура, Малайзии и Австралии. Морской транспорт также играет важную роль в сообщении Ломбока с соседними островами. Порты Лембар на западе и Каянг на востоке обслуживают регулярные паромные рейсы на Бали и соседние острова. Быстрые лодки связывают Ломбок с популярными островами Гили и Бали, предлагая удобный и быстрый способ передвижения. На самом острове основным видом транспорта являются автобусы и маршрутные такси, известные как БЭМа. Они используются для перевозки пассажиров по основным маршрутам и между городами. В городах также можно встретить мотоциклетные такси Оджек, которые предлагают быстрый и экономичный способ перемещения. В последние годы популярность приобрели сервисы вызова транспорта через мобильное приложение. Аренда автомобилей и мотоциклов является популярным выбором среди туристов. Дороги на острове в целом находятся в хорошем состоянии, особенно на основных маршрутах, однако в более удаленных районах встречаются узкие и грунтовые дороги, требующие осторожности при вождении. Для тех, кто предпочитает комфортное путешествие, доступны услуги частных водителей. Традиционные виды транспорта также сохраняют свою популярность. В некоторых деревнях можно встретить чидома, повозки, запряженные лошадьми, которые используются для коротких поездок и как туристическая аттракция. Для перемещения между островами и пляжами активно используются лодки местных рыбаков. Они предлагают живописные поездки вдоль побережья и возможность добраться до уединенных пляжей и рифов. Транспортная инфраструктура Ломбока продолжает развиваться с целью поддержки растущего туристического потока и улучшения условий жизни местного населения. Остров Ломбок предлагает множество развлечений для туристов. Одним из главных видов досуга здесь является трекинг, особенно на вулкане Ринджани. Восхождение на этот действующий вулкан привлекает любителей приключений и природы. Маршрут к его вершине проходит рядом с озером Сигара-Анак, что делает путешествие незабываемым. Водные виды спорта занимают важное место среди развлечений на Ломбоке. Серфинг пользуется популярностью благодаря идеальным волнам на пляже Кута и окрестных зонах, таких как Маун и Гурупук. Для начинающих доступны уроки серфинга с опытными инструкторами. Любители сноркерлинга и дайвинга могут исследовать коралловые рифы вокруг острова Гили-Траванган, Гили-Мена и Гили-Эйр, где обитают разноцветные тропические рыбы и морские черепахи. Пляжный отдых предлагает не только купание и принятие солнечных ванн, но и возможность заняться йогой и медитацией на побережье. Многочисленные пляжные отели и эко-курорты проводят занятия
мероприятия для всех желающих. Культурные развлечения включают посещение традиционных деревень, таких как Сукарере и Сасак-Саде, где можно познакомиться с ремеслами, такими как ткачество и гончарное искусство. Туристы могут попробовать свои силы в создании текстиля или керамических изделий. Местные рынки предлагают широкий выбор сувениров, таких как резные деревянные статуэтки, текстиль и украшения ручной работы. Вечерние развлечения на Ломбоке менее шумные по сравнению с соседним Бали, но все же имеют свои особенности. В Сингиге расположены бары и рестораны с живой музыкой, где можно провести уютный вечер с видом на океан. На Гиле Травангане активная ночная жизнь привлекает молодых путешественников, предлагая пляжные вечеринки и танцы до утра. Для любителей гастрономии Ломбок предлагает уникальную кухню. Местные рестораны подают блюда индонезийской кухни, такие как аям талеванг, острое жареное куриное блюдо и плоский рис с морепродуктами. Кулинарные мастер-классы позволяют научиться готовить традиционные блюда самостоятельно. Экотуризм и велопрогулки также становятся популярными видами отдыха. Окрестности Тетебату и долины вдоль рисовых террас идеально подходят для неспешных поездок и пеших прогулок. Местные гиды часто предлагают экскурсии по природным заповедникам и тропическим лесам. Как мы видим, Ломбок предоставляет широкий выбор развлечений для туристов всех возрастов и интересов, от активного отдыха и приключений до культурных и гастрономических впечатлений. Остров Ломбок предлагает разнообразные варианты проживания, которые удовлетворяют потребности как бюджетных путешественников, так и тех, кто предпочитает отдых с высоким уровнем комфорта. Отели и курорты сосредоточены в популярных туристических зонах, таких как Сенгиги, Кута и острова Гили, но уютные виллы и гестхаусы можно найти и в удаленных живописных уголках острова. Для любителей роскошного отдыха Ломбок предлагает множество пятизвездочных курортов с частными пляжами, спа-центрами и ресторанами высокого уровня. Курорты славятся своим изысканным сервисом, просторными виллами и потрясающими видами на океан. Многие из этих отелей предлагают организованные экскурсии, занятия йогой и дайвинг-туры. Для семей и групп путешественников популярным выбором являются виллы с бассейном и полностью оборудованной кухней. Они часто расположены в тихих районах с великолепными видами на природу. Аренда таких вилл предоставляет большую свободу и комфорт, особенно для длительного отдыха. Средний сегмент представлен уютными бутик-отелями и эко-курортами, которые гармонично вписываются в природные пейзажи Ломбока. Многие из них предлагают стильные номера с элементами традиционного индонезийского декора. Гостям часто доступны велосипеды для прогулок по окрестностям и услуги аренды автомобилей. Бюджетные варианты проживания включают гестхаусы и хостелы. Они популярны среди молодых путешественников и бэкпекеров. Простые, но чистые номера зачастую предлагаются с завтраком. В таких местах можно встретить других туристов и обменяться советами о путешествиях по острову. На островах Гили также существует широкий выбор жилья, от элитных вилл до недорогих бунгало. Гили Траванган предлагает больше вариантов с активной ночной жизнью, тогда как Гили Мена и Гили Эйр ориентированы на более спокойный и романтический отдых. Для тех, кто предпочитает экотуризм, на Ломбоке есть возможность проживания в деревенских хижинах и эколоджиях, расположенных рядом с рисовыми полями и лесами. Это отличный выбор для тех, кто хочет окунуться в природу и насладиться простотой сельской жизни. Большинство отелей и курортов предоставляют дополнительные услуги, такие как трансфер из аэропорта, экскурсионные программы и аренда оборудования для активного отдыха. Добраться до острова Ломбок можно как воздушным, так и морским транспортом. Международный аэропорт Ломбока является основным пунктом прибытия для путешественников. Он принимает как внутренние, так и международные рейсы. Для тех, кто прибывает с острова Бали, одним из популярных способов является скоростной катер. Эти катера отправляются из портов Паданг-Бай
и Серанган на Бали и прибывают в порты Ломбока, такие как Бангсал или Телук-Нара, а также на острова Гили. Путешествие занимает от 1,5 до 2,5 часов, в зависимости от точки отправления и погодных условий. Скоростные лодки предоставляют удобный и быстрый способ добраться до острова, особенно для тех, кто хочет избежать длительных поездок. Альтернативой скоростным катерам являются паромы, которые отправляются из порта Падангбай на Бали и прибывают в порт Лимбар на Ломбоке. Паромы являются более экономичным вариантом, но поездка занимает около 4-5 часов. Это популярный выбор среди местных жителей и тех, кто путешествует с автомобилями или мотоциклами. Для путешественников с соседних островов, таких как Сумбава, доступны паромные рейсы из порта Потатана на Сумбаве в восточный аэропорт Ломбока, Каянг. Эти маршруты удобны для тех, кто исследует восточную часть Малых Зонских островов. После прибытия на Ломбок доступен трансфер из порта или аэропорта до основных туристических зон. Большинство отелей и курортов предлагают услуги трансфера. Также можно воспользоваться такси, автобусами или арендовать автомобиль с водителем. Таким образом, Ломбок легко доступен как для туристов, так и для местных жителей благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре и множеству вариантов сообщения с соседними регионами. Ну что ж, вот и подошло к концу наше путешествие по Ломбоку. Мы надеемся, что вы вдохновились и узнали много нового о красотах этого удивительного острова. Ломбок точно стоит того, чтобы посетить его хотя бы раз в жизни. Если вам понравился этот ролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А в комментариях напишите, что вам больше всего понравилось на Ломбоке. До встречи в следующих видео.